When it comes to interpreting Bible prophecy, И мы поговорим с вами об истолковании библейских пророчеств. we're going to see that people have taken just all kinds of different positions. И мы увидим, что люди на этот счет самые разные точки зрения имеют. And the reason for so many different positions in eschatology И причина, по которой так много разных позиций в эсхатологии, разных точек зрения, is because interpreters are not being consistent in their hermeneutics. в том, что истолкователи, богословы не были последовательны в своей герменевтике. They're using a non-literal approach, and if you do that, you'll come up with a variety of different views. Они использовали не буквальный подход к толкованию, и если вы используете не буквальный подход, то, конечно, у вас появится целый букет разных вариантов. Now we hold to what is called a grammatical, historical, contextual hermeneutic. И мы придерживаемся того, что называется грамматика, исторический, контекстуальный подход к герменевтике. And if you are consistent, this is also referred to as a literal interpretation. Ну, это то, что еще называют буквальным толкованием, но это как бы более точный термин. И если вы последовательны в таком подходе, The bottom line in interpretation is to discern what the original author intended to communicate. то основная цель вашего исследования в таком случае становится выяснение того, что имел в виду и что вкладывал в послание изначальный автор. So all the principles related to this literal hermeneutic И все эти принципы, которые связаны с буквальной герменевтикой, are intended to focus us on discerning the intent of the author. направлены на то, чтобы сфокусировать наше мышление на поиске авторского замысла, авторского намерения. Now, when we come to prophetic literature, yes, there are symbols, and I don't have this translated, but we'll translate as we И go. когда мы переходим уже к тексту, к писанию, к пророчествам, особенно, да, там есть символы. There are symbols in Book of Daniel, Book of Revelation. Есть символы в книге Откровения, в книге Даниила. But a literal approach directs us to what did the author intend? Но буквальный подход направляет нас к вопросу о том, что имел в виду автор. Even though we encounter a symbol, that does not mean that we can make that symbol mean whatever we want it to mean. Даже если мы натыкаемся на какой-то символ, это не значит, что мы можем в этот символ вкладывать любое значение, которое нам приходит в голову после плотного обеда. I'm going to give you a series of symbols. Я вам приведу вот серию разных символов. And to illustrate the way we interpret symbols in the Bible. Чтобы проиллюстрировать то, как мы истолковываем символы в Библии. The first one is a well-known group of symbols. Первая группа символов, она хорошо известна. But those symbols have very specific and particular meaning. Но у этих символов есть совершенно четкое, точно определенное значение. Even if you don't have a science background, you can probably identify these symbols. Даже если у вас нет какого-то научного прошлого, то вы, скорее всего, легко определите эти символы. So I'm going to give you the first one here and see if you can identify. Попытайтесь определить, что See if you understand the meaning of that symbolic Посмотрите, сможете ли увидеть значение этого символического series of образа. symbols. Серия символов. E equals mc squared. How many of you? Я равно mc квадрат. Что это? You can identify it. You know exactly what it means. Да. Вы легко можете определить. Энергия – это масса на скорость света в квадрате. This is symbolic language. Это символический язык. You can't make E mean whatever elephant or whatever you want to make it. Вы не можете как бы по своему усмотрению решить, что Е означает там слоник или елка. Starts with an E. Да. You can't make mass M mean something other than mass. Да, то есть невозможно в М вкладывать значение манная каша, ну то есть там только масса. Same for C. It has a particular meaning.
То же самое S, да, то есть у него есть, точнее C, в данном even случае the есть two- конкретное значение, скорость света. Even the to, when it's superscript, that has a particular meaning that it's conveying. И даже двойка, вот когда она сверху написана, она несет конкретное значение в квадрате. Now, Einstein came up with this formula, И Эйнштейну пришла в голову эта формула, but we can't make the symbols mean what we want them to mean. We have to take it for what Einstein assigned to the meaning. но мы не можем эту формулу истолковывать так, как нам взбредет в голову. Нам нужно истолковывать ее таким образом, как задумывал Эйнштейн. So also the symbols in Scripture we have to Точно так же see. и символы в Писании. For example, in the book of Revelation, chapter 1, Например? Jesus introduces us to a symbol. В книге Откровения в 1 главе Иисус нам с самого начала указывает на определенные символы. He gives John a vision. Он дает Иоанну видение. John sees a candlestick or a, Иоанн видит этот подсвечник, Candelabra. светильник, да, канделябр, and then later on, семисвечный. Jesus interprets it for us. И позже Иисус истолковывает для нас этот символ. Now that's an example of a symbol that's interpreted. И это пример символа, который сам себя, ну, где истолкование в тексте дано. But other symbols, some of them are not interpreted. Некоторые символы не истолкованы так ясно. But a writer will give you clues either in the context or in some cases he's using a symbol that you can find in the book of Daniel or another place. Да, но автор либо даст вам какую-то зацепку в самом контексте, либо он будет использовать какой-то образ из книги Даниила или из какой-то другой книги, который помогает объяснить. So when the prophet writes, he has an intended meaning that he's trying to convey by the symbols that he uses. И когда пророк что-то пишет, то у него есть некое значение, которое он вкладывает в используемые им символы. Just like we use symbolic language in the culture in which we live in. Точно так же, как мы используем определенный символический язык в культуре, We в can't которой мы make живем. them mean what we want them to mean. И мы не можем сделать так, что символы вдруг резко начинают означать то, что нам хочется, чтобы они... That's what we mean by interpreting literally in terms of the intent of the author. И вот что мы подразумеваем, говоря о буквальном толковании. Буквальное толкование ищет намерение автора. And that's the case when we come to similes or metaphors. И это особенно актуально, когда мы подходим к разным сравнениям, метафорам. Not just symbols, but any figurative language that you find in any passage. Да, не просто там символы, но любые вообще такие образные выражения, которые мы находим в разных отрывках. One of the main courses I teach in my country is hermeneutics. Один из ключевых курсов, который я преподаю в своей стране, And I give several examples, we won't go through all of them, but they're similar to this first one. И я привожу еще несколько примеров, но они все, в общем-то, похожи на это. This is in physics. Вот это физика, да? Here's symbolic language in geometry. Это уже символический язык геометрии. This defines the area of a circle. Да. Да, это площадь круга, да. This is chemistry. Это химия. H2O. We have a 2 here. Да, у нас здесь двоечка. But the meaning of the 2 here is different from the meaning of the 2 there. Но двоечка здесь означает совсем не то, что двоечка там сверху. But it has a meaning in its context, if you understand the context. Там есть значение в контексте, если вы контекст, конечно, понимаете. Trigonometry, Вот тригонометрия, dynamics, динамика, also dynamics. тоже динамика. So, you get the point? When you Понимаете, interpret что prophetic material, когда вы истолковываете пророческий материал, if it has symbols, metaphorical language, Если you try to find the author's intent. там используется какой-то символический, метафорический язык, то вы стараетесь выяснить намерение автора. Let's talk about the various positions. Поговорим о разных точках зрения, разных мнениях. And what I'm going to do is emphasize a consistent hermeneutic.
И что я буду делать? Я буду подчеркивать, естественно, последовательную герменевтику. If you are consistent in your hermeneutics, you're going to end up with a particular position on eschatology in these areas. Если вы в своей герменевтике последовательны, то у вас в отношении эсхатологии в конце концов сложится ясная точка зрения. Now this is, I'm following your second outline sheet, page 2. И я сейчас уже на второй страничке плана. Okay. So let's look at the major positions relating to the millennial kingdom. И давайте рассмотрим основные точки зрения, связанные с тысячелетним царством. Now these all relate to the second coming in terms of when does Christ come with respect to the millennial kingdom. И все они связаны со вторым пришествием Христа, то есть когда Христос придет по отношению к тысячелетнему царству, к наступлению этого царства. There are three major views. Есть три основных взгляда. Now the best way to describe these positions is to do it on a chart. So И наилучший способ объяснить эти точки зрения – это вот нарисовать диаграмму. let's talk about postmillennialism. Поэтому давайте поговорим про постмиллениализм. And if we have a timeline, this represents time. И вот, если у нас временная шкала, то вот она вот показывает нам время. This is the crucifixion or first century. Итак, крест – это распятие, первое столетие. So when the writers of the New Testament are writing, they're writing close to this time. И когда авторы Новозаветные пишут, они пишут где-то вот в районе этого периода. And this represents the millennium. И вот этот как бы отрезочек, он символизирует тысячелетнее царство. Postmillennialism, as the name indicates, means that Christ comes after the И millennium. господа постмиллениалисты утверждают, что Христос придет после тысячелетнего царства. Second coming of Christ after the millennium. То есть второе пришествие Христа уже после тысячелетнего царства. А? Кто тогда править будет? So who is gonna reign there? Well, that's a good question. That's a weakness of this position. Хороший вопрос. Но это одна из слабых сторон данной точки зрения. Postmillennialism sees basically the church reigning. С точки зрения постмиллениалистов, править-то в основном будет церковь там. Christ reigns from heaven, but the church reigns on earth. Христос будет править с небес, а церковь будет править на земле. So you already see one of the weaknesses. Вы уже увидели одну из слабых сторон этой точки зрения. A writer, I've got part of it on one slide and part of it on the other, by the name of Gentry, says the following. He describes postmillennialism. Один из постмиллениалистских авторов, Джентри, кажется, он описывает это подобным образом. Now, postmillennialism takes a very optimistic view of the church. И вообще постмиллениализм придерживается такого очень оптимистичного взгляда на церковь. The idea is the church wins more and more converts. Идея в том, что церковь будет завоевывать все больше и больше новообращенных, such that close to the time of the kingdom, the church establishes a kingdom because it has had so much influence. Да, и вот ближе уже к установлению царства, церковь уже будет в состоянии установить его сама по той причине, какое сильное влияние она будет иметь. So here is what Gentry says. He's a postmillennialist, how he describes. Вот, господин Джентри, постмиллениалист, как он описывает свой взгляд. Предвкушает провозглашение благословенного Духом Евангелия Иисуса Христа, чтобы завоевать большую часть человеческих существ для спасения в настоящем веке. Растущий успех Евангелия постепенно приведет ко времени в истории перед возвращением Христа, которое вера, праведность, мир и процветание будет преобладать в делах людей и народов. После продолжительного периода времени таких обстоятельств Господь вернется видимым образом, телесно и в величайшей славе, положив конец истории общим воскресением и великим судом над всеми людьми. Okay, that's a description of postmillennialism. Вот это описание постмиллениализма. Наверное, он писал до Второй мировой. Probably he was writing that before World War II. He might have been. Да, скорее всего, так и было. That's a good point. Это хорошая мысль, кстати. После Второй мировой войны. До Второй мировой. In fact, this was very, very popular before World War I. И этот взгляд был очень популярный до Первой мировой войны. After World War I and World War II, this view almost died out.
После двух мировых войн эта точка зрения практически отмерла. But there's a revival of this view today amongst many theologians. Но имеет место возрождение этой точки зрения в наши дни среди многих богословов. In fact, you find it very prominent in two different circles. И вы обнаружите, что эта точка зрения весьма распространена и значима в двух кругах, в двух сообществах. It is in the form amongst the charismatics. It's called dominion theology. Это, во-первых, это богословие, оно проявилось в некоторых харизматических кругах, и оно называется теорией владычества или доминирования, богословие доминирования. So some charismatics, in fact, some very large churches in my country teach dominion theology. То есть вот некоторые харизматы, некоторые большие церкви в моей стране, они учат вот такому богословию доминирования. They encourage people to run for office or work towards building up businesses. Они ободряют людей баллотироваться на выборах, строить бизнесы. Encouraging the Christians to gain positions of power. Ободряют христиан добиваться каких-то властных должностей. Become leaders and wealthy. Становиться лидерами, становиться богатыми, влиятельными людьми. So you can use all your resources to bring the kingdom in. Чтобы вы могли использовать все свои царства, чтобы принести царство на землю. But there's also a group amongst the Reformed Church that have a similar idea. Но также есть определенные группы среди реформатов, да, среди кальвинистских церквей, которые, в общем-то, проповедуют те же идеи. So the essence of postmillennialism is that the church dominates through the gospel. И суть постмиллениализма в том, что церковь доминирует, она правит миром через Евангелие. Today it looks like we're a long way from the kingdom. Кажется, что в наши дни до царства нам еще далеко. The church will bring in worldwide peace and righteousness. Мечта постмиллениалистов в том, что церковь принесет мир и праведность во всем мире. And when we dominate and bring worldwide peace, that it's going to last 1,000 years. И когда мы будем править, принесем на землю вот такой всемирный мир, это вот продлится аж 1000 лет. Christ is not visibly present, but he's present in the hearts of the believers. Христос не будет видимым образом присутствовать при всем этом, но он будет присутствовать в сердцах верующих. And at the end of the 1,000 years, he returns and brings many rewards to those that are faithful. И в конце тысячелетнего царства он вернется и раздаст награды всем тем, кто был верен. So that's post-millennialism. Это постмиллениалистская точка зрения. А триває рівно 1000, чи вони тлумачать його також алогічно? Триває 1000 So років, do чи... they consider 1,000 years literal 1,000 years, or they could see that allegorically like a long term? Allegorical, yes. Скорее аллегорически. Долго будут. Yeah. То есть вот это точки зрения, да, вот. Це тільки одна. Да, это нет, это одна точка зрения постмиллениалистская, и это как бы... Но мы сказали, что есть харизматическая, есть реформаторская. Да, это как Лидяев, например, вот в славянских кругах. Да, это харизматическое. А реформаторская? Реформатские это больше на Западе. Там есть тоже движения реформатские. А у нас пресвитериане? Пресвитериане у нас, не знаю, что, они вот так же проповедуют? Да? Да, есть такое. Good. Okay. So, postmillennialism, if you want to chart it, the church gets stronger and stronger, more and more influence. В постмиллениализме церковь становится сильнее и сильнее, все больше и больше влияния. And during the church age, the gospel is presented more and more. И в течение века церкви Евангелие проповедуется все шире и шире. Then the kingdom is established by the church. И таким образом царство устанавливается церковью. And then Christ returns. И потом Христос возвращается. To pat everybody on the back and say, good and faithful servants. Чтобы всех похлопать по плечу и сказать, молодцы, хорошие, верные, добрые слуги. Now, they put the resurrection
or rapture at the same time as the second coming. И восхищение церкви и воскресение верующих они ставят в тот же момент, как и возвращение Христа. То есть And also final judgment. и также суд, последний суд, он тоже будет при возвращении Христа. So there's just one final judgment at the end of the millennial То есть с kingdom. точки зрения вот этой постмиллениалиста будет в конце тысячелетнего царства один финальный суд. Okay? So some of the support that they give for their position, И как они подкрепляют свою точку зрения? they look to covenants and they find support in the covenants. Они смотрят на заветы, они находят в заветах обоснование своей точки зрения. And they emphasize some covenants that are not clearly identified, like a creation covenant or an Edenic covenant. Они также подчеркивают акценты, которые, может быть, не выражены настолько ясно. Например, завет сотворения, завет эдемский. Now, postmillennialists that are from the Reformed Church И stress these extra covenants. И, особенно представители заветного богословия из реформатских церквей, они любят делать акцент на вот этих, заветах, о которых ясно нигде не сказано. And some of the scriptures that they use И вот некоторые отрывки Писания, которые они любят использовать, include Psalm 2, включая Псалом 2, Isaiah 2. Исайя 2 глава. These are kingdom passages, Все это отрывки о царстве. but I think you have to use an allegorical interpretation to come up with Но я postmillennialism. думаю, что вам все же надо использовать какое-то аллегорическое очень толкование, чтобы прийти к постмиллениалистским взглядам на основании этих. They use the parables of Jesus in Matthew 13. Они используют притчи Иисуса в Матфея 13 главе. They use portions of the upper room in John 12. Они используют некоторые отрывки из речи Иисуса в горнице в Иоанна 12 главе. And they take a very optimistic view of the Great Commission in Matthew И 28. они очень оптимистично смотрят на реализуемость великого поручения в Матфея 28 главе. They also emphasize Romans 1 that speaks of the power of the И gospel. также они подчеркивают особо Римлянам 1 главу, которая говорит о силе Евангелия. The power of the gospel will overcome all resistance. Они говорят, что сила Евангелия преодолеет всякое сопротивление. And they use other arguments as well, but those are the main ones. И они используют и другие аргументы, но это ключевые. The history, it began about the 17th century. История этого взгляда, он начался где-то в 17 столетии, в 1600-х годах. It's the origin, about the 17th century. Да, то есть это где-то в это время оно начало распространяться, такая точка зрения. There's a version amongst the liberals И есть версия данного взгляда среди либералов, where they see things just getting better from an evolutionary perspective. и они, 17 столетие, очень общо, и они обоснование того факта, что все будет лучше, находят именно в теории эволюции. So just evolutionary progress leads to better and better То conditions. есть со временем все будет эволюционировать, и все будет становиться лучше, лучше и лучше. Now, this isn't among necessarily the Reformed Church or the Pentecostal Church or Charismatic. This one. Not. Да, но это либералы, это все-таки не среди харизматов, пятидесятников. So some liberals, this is the liberal church that have an optimistic То есть есть такие тоже либеральные церкви, которые придерживаются такого взгляда на основании теории эволюции. And as we mentioned, World War I and World War II almost destroyed the view, at least it declined. Но, как мы сказали, уже две мировые войны, в общем-то, не оставили мокрого места от этого взгляда, по крайней мере, он очень сильно преуменьшилось число его сторонников. And I've already mentioned that there's a resurgence today in those two groups. И, как я уже упоминал, в наши дни имеет место такое своего рода возрождение такого взгляда среди, в основном, этих двух групп. Харизматы и реформаты. Okay. The main weakness
is that you have to use a non-literal hermeneutic. Основная слабость этого взгляда в том, что вам нужно для ее обоснования использовать небуквальную герменевтику, небуквальное толкование. And it omits a lot of passages that goes against that viewpoint. И вам придется многие отрывки, которые противоречат данному взгляду, просто как бы закрывать на них глаза. But this is a very popular view, or was a very popular view. It's declined, but it's regaining popularity. И это был очень популярный взгляд, он пошел на спад, но сейчас он снова завоевывает к себе приверженцев. The second view is called amillennialism. Второй взгляд назван амиллениализм. Remember in Greek when you have an alpha that precedes a word? Помните, в греческом языке, если слову предшествует первая буква А, альфа, It negates the то word. это, как бы отрицательная частица. So amillennialism has the idea that there's not a literal millennium. И амиллениализм утверждает, что нет такой вещи, как буквальное тысячелетнее царство. In fact, the amillennialist sees the entire church age as the millennium. И амиллениалисты рассматривают весь век церкви как тысячелетнее царство. So we're living in the kingdom now. То есть мы живем в царстве сейчас. So at the end of time, at the end of this kingdom, И в конце царства, в конце этого периода we have the return of Christ. Христос вернется. И все. And then we have eternity. И будет вечность. They would also put the final judgment there as well. И в последний суд они также относят на момент возвращения Христа. So amillennialism, the essence of it, И вот амиллениализм, вот его суть, вот его сущность. no future literal kingdom because the kingdom is now. Не будет будущего буквального царства, потому что царство, оно уже сейчас. In general, God rules from heaven and he rules over the church. И в From целом heaven. Бог правит с небес, и Он правит с небес церковью. They also say that Satan is bound, he's limited now, И они также говорят, что сатана сейчас связан, скован. but that's hard to envision in terms of what you see in the culture. И, так они, по крайней мере, это видят, глядя на культуру окружающую. As you can see, they have to take a non-literal approach to all of the concepts. Да, и, конечно, как вы уже видите, им для того, чтобы так утверждать, им надо не буквальным образом истолковывать многие отрывки, например, там Откровение 20 главу. So Christ is present now in the hearts of believers and he's ruling. Христос присутствует сейчас в сердцах верующих, и оттуда Он правит. So that is the way that Christ is ruling in a kingdom through the heart of the believer. Вот таким образом Христос правит в царстве через сердца верующих в Него людей. And then Christ comes at the end of an indefinite period of time. И потом Христос придет в конце времен в какой-то неопределенный момент времени. And no one knows the hour or the day or the time. И никто не знает ни дня, ни часа, когда это случится. He could come at any time. Он может прийти в любое So время. that's amillennialism. Вот это амиллениализм. Now there's two forms of amillennialism. И есть две формы амиллениализма. And by the way, this is the most popular view amongst the broader church. И, кстати, вот если брать Вселенскую Церковь вообще, то это самая распространенная точка зрения. Now, if you are amongst conservative believers, you probably have not encountered too many amillennialists. И если вы в основном вращаетесь среди таких более консервативных верующих, то вы, может быть, и не встречали так много амиллениалистов. But by far, the majority of believers, both Protestant and Catholic, are На amillennialists. сегодняшний день большая часть верующих, что протестантов, что католиков, они являются амиллениалистами. In fact, the official position of the Roman Catholic Church is amillennialism. Даже можно сказать, что официальная позиция Римо-католической церкви это амиллениализм. The two forms are what is called historic Augustinian millennialism. Две основные два подвида амиллениализма. Это первый исторический
амиллениализм Августина. So we are in the kingdom now because it's between the first and the second coming И of он считает, Christ. что мы в царстве сейчас, и царство, оно вот между первым и вторым пришествием Христа. And it views the kingdom on earth. И это царство, оно строится здесь на земле. In fact, the church equals the kingdom. И с его точки зрения церковь равно царству. Okay? Церковь это царство на земле. There's what's called a modified Augustinian view. И есть так называемые видоизмененный августинианский взгляд. Satan is only partially bound, С этой точки зрения сатана лишь частично связан. but the kingdom, rather than being on earth, the kingdom is in heaven. Но царство, оно не на земле, оно на небесах. So see the difference? Видите? Kingdom on earth, kingdom in heaven. Царство на земле, царство на небесах. Серйозно? Цікаво, частично це як там скований повністю, як психушки, да? А частично це як собака. Is Satan bound here Yes. fully or partially? More than this view. Но в этой точке зрения сатана скован больше. Здесь он, На привязі. Mhm. да, он так, там он уже как в смирительной рубашке, здесь он, да, на привязи. А по вторую кто верит в видоизмененное? It's hard to believe what Satan would be like if he were not bound, right? Who believes in that at that position? Ну, вот вообще трудно себе вообразить, что бы себя, каким бы вообще был сатана, и что бы он отчудил, если бы не был, да, отвязался. Who believes in that? Is it more Catholic or? I think this is more the Catholic viewpoint. Ну, эта точка зрения более такая католическая. Yeah. Now remember, when Augustine was on the scene, when he had his ministry, Ну и помните, что когда Августин был, так сказать, people were wondering, well, where's the second coming? I mean, we've been waiting and waiting and waiting. It's almost 1,000 years. few hundred. Yeah, several hundred. Да, но когда Августин осуществлял свое служение, когда он писал, то уже это были 400-е годы, и люди уже думали, где это пришествие, где это царство, уже несколько сотен лет прошло. Куда оно подевалось? Что же нам говорить? А? Что же нам говорить? Что же нам? Ну нам уже что говорить? In fact, Yeah, да, it's even more difficult for us after Right. 2000 years. 2000. Now, some in the time of Augustine thought that, well, maybe after 1,000 years, because of Revelation 20, Ну и некоторые думали, что может быть через 1000 лет, вот по причине Christ would return. Откровения 20 главы, вот Христос вернется там в 1000 каком-то там мохнатом году. Because if we're in the kingdom now, Поскольку мы в царстве сейчас, Revelation 20 says after 1,000 years. то Откровение 20 глава говорит вот через 1000 лет. So, amillennialism, you have basically the church age equals the kingdom. Итак, в амиллениализме фактически век церкви равно царству. And after the church age, in the day of Augustine, they thought 1,000 years. И после in the day of Augustine, Because they were less than 1,000. значит, во дне Августина они думали, что век церкви, царства продлится реально 1000 лет. But now, because 1,000 years, 2,000 years, they spiritualize. В наше время, поскольку уже 2000 лет прошло, а все никак, то они уже одухотворили вот эту 1000. And after an indefinite period of time, Christ И returns. поэтому Христос вернется уже через неопределенный промежуток времени, нечего больше гадать. And also you have the final resurrection and a final judgment. И там же будет окончательное воскресение и суд. So that's amillennialism. Вот это амиллениализм. Has to spiritualize lots of passages. Приходится духовными глазами смотреть на множество отрывков. Очень духовно. The support, И чем поддерживается этот взгляд? they take passages like Ephesians 2:6, Ефесянам 2 глава 6 стих, see a heavenly kingdom, говорится о небесном царстве там. also Philippians 3:20, Также Филиппийцам 3:20, наше жительство на небесах. 3:20, we're not citizens of this world, Да, что we're aliens, so мы странники, more of a пришельцы. heavenly kingdom.
жительство наше в небесах. Вот поэтому акцент на этом небесном царстве. The passages that refer to the last days, they take some of those to refer, well, if we're in the last days, then we must be in the kingdom. И некоторые из отрывков, которые говорят о последних днях, они говорят, что ну, если мы в последние дни, то значит мы уже и в царстве. А? What? Do you have a question? Все, я А, чуть-чуть не, вернулась не. к контексту. Просто Окей, подготовилась. That's fine. We are... Okay. And also, they emphasize a different hermeneutic using only the New Testament. И также они подчеркивают, когда речь идет о Новом Завете, то используется другая герменевтика. Okay? Можно? Что там So, what do you mean by different hermeneutic? Well, they try to make Paul say that Christ is coming in Она запутана, a short time. In other words, like Christ expected the imminent return. I mean, Paul expected an imminent return. Ну, то есть они говорят, что вот Павел, он ожидал пришествия Христа вот в любой вообще момент. Third view is premillennialism. И третий взгляд это премиллениализм. And this is the view that I'm sure most of you would hold to. И это точка зрения, которая, ну, я убежден, придерживается большинство из вас. It's a minority view. It's not as popular Это or held as prevalent as amillennialism. взгляд меньшинства, его не настолько много людей разделяют, как, например, амиллениалистские взгляды. We Глобальной see, перспективе. we see a distinct millennial kingdom Мы видим в этом взгляде какое-то совершенно особенное тысячелетнее царство, as opposed to the amillennialist that is very indefinite. в отличие от амиллениалистов, для которых тысячелетнее царство это вообще нечто неопределенное. In fact, we see conditions radically different during the kingdom as we see before. И вообще мы видим, что в тысячелетнем царстве условия будут совершенно радикально другие, чем они были до того. And it's pre-millennial because Christ comes before the millennium. И это премиллениализм, потому что Христос придет до тысячелетнего царства. And rather than the church improving and bringing the kingdom, И the вместо того, church, чтобы... church declines. И в этом взгляде церковь не улучшается и не приносит царство на эту землю, но церковь, вообще говоря, идет на спад. Christ returns and he establishes the kingdom. Христос возвращается, и Он устанавливает это царство. So that's premillennialism. Вот это премиллениализм. Okay, the essence of it, Суть премиллениализма. Christ comes before the millennial kingdom. Христос приходит перед тысячелетним царством, миллениумом. Christ is the one that establishes the kingdom. Христос устанавливает это царство. And very, very important and different from the other two, the kingdom is literal. И очень-очень важно, и то, что отличается от предыдущих двух взглядов, царство это буквальное. And because we take the passages literally, it is earthly. It's not heavenly, И but поскольку earthly. эти отрывки мы рассматриваем буквально, то мы понимаем, что царство будет земным, оно не небесное. А там было не земное у них, у тех точки зрения. Духовное. So in the previous views, we have like spiritual kingdom or heavenly kingdom. Well, amillennialism, there's the two forms. There's a spiritual earthly kingdom or a spiritual heavenly kingdom. Ну, в амиллениализме мы помним две формы, да, одни говорят о духовном царстве на земле, другие говорят о духовном царстве вообще на небесах. In postmillennialism, you have a future primarily spiritual kingdom. В постмиллениализме будущее царство, оно, по сути, такое очень духовное. Okay? Здесь This оно, is literal но здесь оно буквальное, in that it takes passages like Isaiah 11, Isaiah 65, passages that speak of the lion laying down with the lamb. ну и как бы, здесь мы можем вспомнить эти отрывки из Исаии 11, 65 главы, когда там ягненок ляжет со львом, детки ваши будут дергать гадюку за хвост, ну и Great productivity, там большая будет плодородность почвы, literal conditions. буквальные такие условия. Вот это отличается
отличается от настоящего состояния, то есть это частично устранено проклятие. So when you say like it differs from current condition, so does it mean that curse would be partially No. removed? Oh yeah, partially removed. Да, действительно, проклятие будет частично снято. But what I'm distinguishing Но here что я хочу сказать здесь этим пунктом, отличается от нынешнего is состояния. the amillennialist, or actually the postmillennialist, takes Matthew 13 as a present form of the kingdom. Ну, я просто хочу сделать акцент Matthew 13. It's post-millennials и amillennials. But we also take Matthew 13 in the sense that it describes Future? a form of the kingdom that you could say exists now. Oh, I'm sorry. Parables, the parables of So Jesus. I understand parables Matthew 13. So premillennial view looks at that as a current condition. Or Yes, the future. Matthew 13. Yeah. Yes. So, but so do postmillennialists and They may. amillennialists. Well, no, they use that as support for millennium now. Ага. Amillennialists use it as a support Значит, of ну, the kingdom now. смотрите, есть в притче о царстве, Матфея 13 глава, серия притча о царстве, притча о сеятеле, притча о горчичном зерне, вот эти вот притчи о плевелах и все. И постмиллениалисты и амиллениалисты, они рассматривают, вот смотрите, вот притча о царстве, и оно описывает вроде как текущую реальность, вот поэтому царство оно сейчас, вот ТЧК. Вот, мы верим в то, что эти притчи действительно описывают текущую реальность, без того, чтобы считать, что царство уже наступило. То есть эти притчи действительно описывают текущую реальность века церкви. То есть мы это принимаем. Но это не является как бы аргументом для того, чтобы сказать, что царство уже наступило. In Matthew 13, Jesus is describing probably a period of time that he calls the kingdom. В Матфея 13 главе Иисус описывает определенный промежуток времени, который он называет царством. They're called the parables of the kingdom, and probably between the first and the second coming. И это притчи, от них говорится как притчи о царстве, но эти притчи описывают ситуацию между первым и вторым пришествием. I don't think he's describing the church per se, Я не думаю, что он описывает ситуацию в церкви, только в церкви. but he's describing to a Jewish audience Но он описывает иудейской аудитории conditions that will parallel the church age. условия, которые будут параллельны веку церкви. If you wanted to be technical, Если вы хотите быть вот таким вот уже буквоедом и очень вот точным в терминах, let's draw a little, oops, this is wrong. давайте нарисуем. Okay, here's the crucifixion, Вот распятие, here's the second coming, вот второе пришествие. okay? So we would see Matthew 13, И вот мы видим Матфея 13 глава. the second coming. Да, второе пришествие. From the first coming to the second coming, С первого до второго пришествия. okay? The church age, Век церкви. Это первое. Pentecost, Да, there's a time in here. Троица, да, схождение Духа Святого. Восхищение. Rapture. Да, и там еще разные. Скоро. If you want to be technical, Если вы хотите вот быть таким вот техничным человеком, but if you did it, you know, if you drew it to scale, но если вы рисуете это вот так в масштабе, it'd be like this. Восхищение в один день с Христом. нет. Это просто он, так очень. So you omitted the tribulation, you omitted the basically there. Yeah, Jesus is just he's preparing the disciples for the ministry they will have. Да, то есть здесь как бы там пропущено Великий Исход. Иисус просто этими притчами готовит учеников к тому служению, которое им предстоит То есть между осуществлять. восхищением и приходом Мир- это скорбь как раз, да? In Matthew 13, Да. Matthew 13, they're all Jewish. И в Матфея 13 главе он обращается, все там евреи. Jesus hasn't even mentioned the church yet. Иисус еще даже не упоминал церковь. And even in chapter 16, when he mentions the church the first time, И даже в 16 главе Матфея, когда он один раз упоминает церковь,
I don't think the disciples had a clue what he was talking about. Я не думаю, что вообще ученики хоть немножко догнали, о чем он говорит. Church never existed. Церковь никогда не существовала дальше. Church is a mystery. Церковь – это тайна. Church is not predicted in the Old Testament. Церковь не предсказана в Ветхом Завете. So it's not probably till the middle of the book of Acts that people begin to understand, oh, this is different. This То есть, is наверное, только где-то к середине книги Деяний до народа начало доходить. Это что-то другое, это как-то иначе. А? Это ж был царь. Кто царь? Ну, типа, начал доходить, что это был царь, вот настоящий, он царство описывал. Ага. So maybe they got, okay, we got a real king who was described in the kingdom. Какой-то слабый. Yes. And now Yeah. he's not around. Okay. Right. Present form. Да, да. Нынешнее состояние. Okay, another feature of it, the Jewish people and the nation of Israel expects a fulfillment of promises relating to the kingdom. Еще один момент, да, что еврейский народ, да, он ожидал буквально исполнения обещаний, связанных с царством. These promises are very clear in the Old Testament. Эти обещания в Ветхом Завете очень ясны. The amillennialist and the postmillennialist takes these passages in a spiritual way. И амиллениалисты, и постмиллениалисты берут эти обещания и ломают их через колено так, чтобы они как-то вот очень духовно как бы звучали, что-то очень духовно обозначали. Most of those passages pertain to Israel, not to the church. И большая часть этих обещаний, они связаны с Израилем, а не с церковью. Okay? So that's premillennialism. И это премиллениализм. There's also two forms of premillennialism. И есть также две формы премиллениализма. There is, in the literature, what is called historic В premillennialism. литературе есть так называемый, описывается, исторический премиллениализм. And it includes some that are not dispensational, like we are. И такого взгляда могут придерживаться люди, которые не являются, подобно нам, диспенсационалистами. So there are some from a variety of different theologies that hold to a premillennial view. То есть есть люди, которые у них самые разнообразные там богословские взгляды, но они при этом придерживаются премиллениалистской точки зрения. Just so you know that there's others other than dispensationalists. То есть, чтобы вы просто знали, премиллионисты бывают не только диспенсационалистами. We as dispensationalists see more distinctions relating to the kingdom. Но мы, как диспенсационалисты, видим больше отличий, которые связаны с царством. We see a strong distinction between Israel and the church. Мы четко видим различия между Израилем и церковью. Some of these that hold to historic premillennialism Некоторые вот из этих товарищей, которые придерживаются исторического премиллениализма, don't make a distinction between Israel and the но church. при этом не делают четкого различия между Израилем и церковью. For example, some in the Reformed Church, Например, некоторые представители реформатских церквей, they would see the Israel equal to the church. они видят Израиль, что Израиль и церковь равны, это практически одно и то же. And some of them would be premillennial. И некоторые из них при этом будут премиллениалистами. But we are different in that we see a distinction. Но мы другие, мы не такие, и мы видим отличия. We also see a distinction between an earthly and heavenly states. И мы также видим отличие между земным и небесным состоянием. We see that in the millennial kingdom there are earthly, mortal human beings. Мы видим, в тысячелетнем царстве будут земные, смертные существа жить. But we also see resurrected people like church members of the church in the kingdom. Также мы видим в царстве воскресших людей с воскресшими телами, это те, кто был в церкви. After we get done looking at these different views, И после того, как мы вот уже рассмотрели эти разные взгляды, everything that we do in the course will be from this perspective. то могу сказать, что дальнейший курс мы будем рассматривать вот с этой точки зрения.
Okay? So everything that we'll talk about will be from a premillennial То, о viewpoint. чем мы будем дальше говорить, мы будем рассматривать именно с точки зрения премиллениализма и диспенсационных. Because we believe that this is the only view that you can hold a consistent hermeneutic, Поскольку мы видим, что это единственная точка зрения, придерживаясь которой вы можете последовательно истолковывать Писание. we also believe that it is the only view that is supported by Scripture. Мы также верим, что это единственная точка зрения, которую Писание ясно излагает. So, the strongest support is if you maintain a literal or grammatical historical interpretation. И самые сильные аргументы в пользу премиллениализма, во-первых, если вы действительно буквально истолковываете и делаете это последовательно, You'll be forced to conclude a premillennial coming of the Lord. вам придется принять, сделать вывод, что Иисус придет перед тысячелетним царством. Secondly, if you study passages that have already been fulfilled, they're fulfilled literally. Во-вторых, когда вы изучаете пророческие отрывки, которые уже исполнились, то вы замечаете интересную особенность, они исполнились буквально. So, if past passages are fulfilled literally, then we would expect future ones as well. И если вы видите, что прошлые пророчества исполнились буквально, вы уже ожидаете, что и будущее исполнится буквально. Now, there are some that try to say that the early church didn't hold to this view, but that's not true. И есть люди, которые говорят, ну, первая церковь не придерживалась премиллениалистских взглядов, но это неправда. In fact, this was the view of the early church. Ну, вообще говоря, именно премиллениализм и был взглядом первой церкви. The expectation of the Jews of the Old Testament was to see a literal И kingdom. также ожиданием ветхозаветных евреев было в том, чтобы увидеть вот это буквальное царство. And in fact, this is the expectation of the New Testament saints as well, the И early вообще church. говоря, того же самого ожидали и новозаветные святые, ранняя церковь. If we have time in this course, probably on the last day, we'll look at some key passages. А если будет время на этом курсе, может быть, в последний день мы рассмотрим некоторые ключевые отрывки. Like the book of Revelation, Например, книга Откровения, the Olivet Discourse. проповедь на Масличной горе. If we have time, I'll give you an overview of both those. Если будет время, я дам вам обзор обоих этих отрывков. And the chronology of the Olivet Discourse and the book of Revelation fits a premillennial view. Хронология книги Откровения и проповедь на Масличной горе, она также прекрасно сходится с премиллениалистской точки зрения. For example, Revelation, where is the description of the second coming? What chapter? Например, в Откровении, в книге Откровения, где описывается второе пришествие Господа? В какой главе? Так, 14. Десь 18-20. 18, No, 19, 19. 19. Where is the description of the kingdom? Где описывается царство? 20. 20. Okay? So you have chapter 19, second coming, the chronology, next chapter, kingdom. 19 глава Откровения описывает пришествие Господа. 20 глава, следующая, описывает царство. And if you take Revelation 19 and 20 literally, you come up with a premillennial view. И если вы воспринимаете Откровение 19-20 главу буквально, то вы естественным образом придете к премиллениалистской точке зрения. A little more detail in terms of the chronology here. Немножко больше деталей касательно хронологии здесь. We have a church age, and then we have the return of Christ Есть век церкви, и потом Иисус возвращается. in two phases. Возвращается в два захода. Два приема. We have a tribulation period, a period we'll discuss. After rapture. Yep. Да, после первая ходка это восхищение. И, And the actual second coming. да, и после восхищения наступает скорбь, и потом уже вот второй заход это уже второе пришествие. Then we'll have a 1,000-year kingdom. И потом будет тысячелетнее царство. We also have a Тут воскреснут resurrection of верующие, believers and unbelievers. и здесь воскреснут уже все, и неверующие, и все. And then we have a final judgment, great white throne И judgment. потом будет окончательный суд у Великого Белого. We'll expect